Он не мог точно сказать, когда это началось. Не было ни одного события, которое можно было бы назвать отправной точкой. Просто в какой-то момент он заметил странную пустоту между тем, что с ним происходило, и тем, что он ощущал. Он жил, работал, разговаривал, принимал решения. Но все это происходило как будто без него. Утро начиналось привычно. Тело вставало раньше сознания. Руки выполняли знакомые движения. Мысли шли по накатанным маршрутам. Он знал, что будет делать через час. Знал, что скажет завтра. Знал, как отреагирует на большинство вещей. Именно это знание делало жизнь особенно тихой, неспокойной, а приглушенной. Он выполнял роли. Хорошо, ответственно, почти без ошибок. Но все реже задавал себе вопрос «Я здесь?». Иногда ему казалось, что он смотрит на свою жизнь со стороны, как на фильм, который уже видел. Он знал реплики, знал повороты сюжета, и потому почти не следил за происходящим. Автоматизм — это не лень и не безразличие. Это способ выживания. Когда жизнь слишком насыщена требованиями, человек учится отключаться, чтобы не чувствовать перегрузку. Сначала это помогает, потом становится привычкой, а затем незаметной формой отсутствия. Он перестал удивляться. Не потому, что мир стал беднее, а потому, что внимание больше не задерживалось. Вещи происходили, но не доходили. Радость была короткой, раздражение — механическим, грусть — фоновым шумом. Он называл это взрослостью, зрелостью, реализмом. Но внутри это ощущалось как постоянная отложенность жизни. Будто настоящее — это не сейчас, а где-то потом. Он часто думал, когда все наладится, я начну чувствовать, когда станет спокойнее, когда появится время. Автоматизм всегда говорит языком потом. Однажды он заметил, что плохо помнит последние годы. Не события, ощущения. Годы сложились в одну линию, без четких границ, без вкуса, без запаха. Он мог вспомнить факты, но не мог вспомнить себя в них. И это напугало. Потому что если жизнь проходит, а ты не присутствуешь в ней, что тогда вообще происходит? Он начал замечать мелочи. Не потому, что искал смысл, а потому, что что-то внутри стало требовать подтверждения реальности. Шаги, дыхание, шорохи, свет на стене. Мир оказался гораздо тише, чем его мысли, и гораздо живее. Он понял, что все это время жил в голове, а тело просто следовало инструкциям. Автоматизм не выключается по кнопке. Он не исчезает от одного осознания. Но осознание — это первая трещина. Он начал замечать, как часто говорит нормально, не проверяя, что чувствует, как часто соглашается, не задавая вопросов, как часто живет по инерции чужих ожиданий. Автоматизм любит понятность. Он избегает пауз. Он боится остановки, потому что остановка — это встреча с собой, с пустотой, с тем, что давно отложено. Он начал останавливаться. Ненадолго, неловко, без плана. И в этих паузах появлялось странное напряжение. Не тревога, а живость. Иногда даже боль. Оказалось, что чувствовать не всегда приятно, но всегда реально. Он понял, что автоматизм не враг. Он просто слишком долго был единственным способом жить. И теперь его задача — не уничтожить его, а перестать отдавать ему всю жизнь. Присутствие — это не постоянное вдохновение. Это способность быть в том, что есть. Даже если это скучно. Даже если это не идеально. Даже если это не похоже на жизнь из представлений. Он начал возвращаться не к смыслу, а к ощущению. К весу тела. К темпу дыхания. К моменту сейчас. Иногда он снова уходил в автоматизм. И это было нормально. Пробуждение — не состояние, а процесс. Но теперь он знал разницу. Знал, как ощущается жизнь, когда он в ней. И этого знания было достаточно, чтобы больше не соглашаться на полное отсутствие. Потому что самое страшное в автоматической жизни — не усталость и не пустота, а то, что она может закончиться, так и не начавшись.